Дорогие зрители, рада приветствовать вас на моем канале. А в этом видео поделюсь с вами рецептом смаженок на дрожжевом тесте. Для их приготовления мне понадобятся следующие продукты. Мягкое сливочное масло, молоко, у меня здесь наполовину с водой, сахар, яйца, свежие дрожжи, соль и просеянная мука. Тесто замешиваю как обычно. В теплую жидкость добавляю соль, сахар, свежие дрожжи, яйцо и сливочное масло в этот раз добавляю сразу. Затем в конце всыпаю муку и замешиваю тесто с помощью миксера. Готовое тесто округляю, укладываю обратно в дежу, накрываю пищевой пленкой, делаю небольшие отверстия и убираю на расстойку. После расстойки тесто будет очень пышное, пористое, совершенно не липкое и очень приятное в работе. При разделке данного теста я даже не подпыляю стол мукой. Тесто немного растягиваю в колбаску, чтобы с ним было удобно работать. И теперь делю его на 15 кусочков. Кусочки получаются у меня по 52 грамма. Теперь из этих кусочков теста я формую шарики. Накрываю их пленкой, и так они будут у меня лежать на столе. Теперь я включила духовку разогреваться до 180 градусов и в это время делаю начинку. Я использую вареную колбасу, затем добавляю туда консервированный огурец, лук и добавляю сыр. Затем добавляю пару ложек сметаны. Кстати, не обязательно здесь использовать только одну сметану. Вы можете смешать ее наполовину с майонезом, либо использовать только один майонез. Готовую начинку отставляю пока в сторону и займусь формовкой основы для смаженки. Пока я подготавливала начинку, тесто уже подошло, и теперь его очень просто растянуть руками. Начинаю от центра и как бы растягиваю по краям, а стараюсь оставлять бортик. Этот процесс, конечно, не очень быстрый, но зато эффективный. Получается тонкая лепешка теста с красивым бортиком. Потому что если просто раскатывать скалкой, бортик не получится таким красивым. Его нужно будет делать отдельно. Ну и если просто растаивать тесто, затем делать вдавливание, например, стаканом, то тогда получается очень много теста. Лепешку теста перекладываю на подготовленный противень. Еще немножко разравниваю и затем наношу кетчуп. Кетчуп не обязательно использовать, как вы понимаете. Берите все, что у вас есть. Любой соус, либо же просто разбавьте томатную пасту водой и добавьте специи. Теперь раскладываю равномерно начинку. На каждую лепешку уходит приблизительно по 2 ложки. И отправляю выпекаться смаженки на режим вверх-вниз, средний уровень. И пекутся они у меня 18 минут при температуре 180 градусов. Смаженки получаются очень аккуратными и аппетитными на вид, с красивым румяным донышком. Также, как вы видите, у них не толстое тесто, они практически как мини-пиццы. Конечно же, эти смаженки еще и очень вкусные, особенно когда в горячем виде. Из данного количества теста получается целых 15 смаженок. Это довольно много. Вы можете хранить их в холодильнике, затем просто разогреваете в микроволновке, и по вкусу они будут как свежеиспеченные. И, конечно же, столько смаженок сразу не уместится на один противень, поэтому я выпекаю их по мере приготовления. Допустим, сделала сначала 4, потом отправила в духовку. Пока выпекается первая партия, я уже начинаю подготавливать следующую. И таким образом выпекаю все смаженки. На завтрак, на перекус, либо взять с собой в дорогу. Они очень подходят. Тем более, что начинка не вываливается из них и они не приклеиваются друг к дружке, если сложить их один на один. Это уже проверено. Поэтому обязательно пробуйте этот рецепт, порадуйте своих родных и близких. Всем пока!